Привет, друзья! Меня зовут Алиса, и я все еще в Лионе, который считается гастрономической столицей Франции, а то и мира. И сзади меня находится здание, про которое я сейчас вам расскажу, и я уверена, что каждый лионец знает, что это за здание. Но прежде чем вы узнаете тоже, ответьте мне на один вопрос. Знаете ли вы, кто такой Поль Бокюз? Между прочим, очень известный человек. Поль Бокюз – человек, которого в Лионе знают абсолютно все. Его даже называют папой римским французской кухни. Бокюз родился в небольшой деревне близ Лиона, в семье потомственных кулинаров и начал обучаться кулинарному мастерству еще с детства, работая помощником в одном из ресторанов Лиона. У него был долгий кулинарный путь, на протяжении которого он успел поучиться у самых известных на тот момент французских поваров, помог семейному ресторану своего деда получить 3 звезды Мишлен, был награжден орденом почетного легиона и накормил все высшее общество, ставшим потом легендой, супом из трюфелей. Именно он вывел поваров из кухни в ресторанный зал, открыл для них студии телевидения, дал им голос и из домашней прислуги превратил в настоящих художников. Он сумел сделать из профессии повара культурный концепт. Кстати, вы удивитесь, но Бокюз гордился тем, что он не изобретал ни одного блюда, а просто доводил уже имеющиеся рецепты до совершенства. Поговаривают, он первым из поваров стал носить высокий белый колпак и требовал, чтобы повара были неизменно в блузах без единого пятнышка и в начищенных ботинках. Сейчас имя Поля Бокюза в Лионе у всех на слуху. Здесь есть несколько ресторанов Поля Бокюза, кулинарный институт Поля Бокюза, многочисленные граффити с его изображением и ежегодный кулинарный конкурс под названием «Золотой Бокюз». Ну а мы с вами сегодня отправляемся в так называемые залы Бокюза, городской продуктовый рынок со своим неповторимым французским шармом. Среди множества знаковых мест, связанных с гастрономией, продуктовый рынок имени Поля Бокюза невозможно обойти стороной. Это своеобразная мекка гастрономии. Если окунуться в историю, то первый крытый продуктовый рынок в Лионе был открыт еще в 1859 в самом центре города. Но в 20 веке здание стало непригодным к эксплуатации, и местные власти решили построить новый рынок, а старое здание снести. В результате в конце 60-х годов появился современный зал недалеко от железнодорожного вокзала Лион-Пардю, а в 2006 году после ремонта залы были переименованы в залы Поля Бокюза, чтобы еще при жизни почтить память самого знаменитого шеф-повара Лиона. Поговаривают, что сам Поль Бокюз лично отобрал 56 лучших торговых домов, которые в итоге открыли свои магазинчики на этом рынке. Здесь можно найти все, от мясной продукции до сладкого. Владельцы многих домов носят почетные звания лучших мастеров Франции, о чем нам говорят трехцветные воротнички на их кителях. Nous sommes à la boucherie Massot, à la Paul Bocuse à Lyon, le temple de la gastronomie française, le ventre de Lyon, on appelait ça le ventre de Lyon à l'époque. C'est le lieu où on trouve les plus beaux produits de Lyon. Donc nous, on est bouchers depuis ici, depuis 1 an et demi. On fait des produits tels que le bœuf, le veau, le porc et l'agneau, et on travaille également des produits étrangers, on travaille des produits anglais aussi, on travaille ici le bœuf de Galice, on a des bœufs d'Espagne, on a des bœufs un petit peu du monde aussi, et évidemment les viandes françaises, et notamment on a aussi les volailles de Brest, le poulet de Brest, best, le meilleur poulet au monde. Okay. Voilà, et le poulet noir d'Astarac aussi. Nous avons tous les meilleurs produits de France et du monde réunis dans cette boutique. Это не просто рынок, ведь здесь действительно собраны одни из лучших производителей со всей Франции. Место достойное проведения экскурсий, так как о каждом стенде можно рассказать что-нибудь интересное. Вот здесь, например, тоже мясная лавка, но концепция совсем другая. Our specialty is saucisson de Lyon. This is meat, uncooked meat, like a sausage that you have to cook in the water. We eat it with potatoes.
We also do andouillette. Andouillette is the intestine of the veal. This is the specialty from Lyon and specialty from this boutique. We are very famous about it. And we do also pâté croûte, so there's meat cooked with white wine from a special region. This is like chicken or pork or duck. And we do like a crispy pâte, and you have to eat it cold. You don't need to warm it. We also do quenelle. Quenelle is a soufflé. This is eggs and flour. Sometimes it's with fish, so you have to put it in the oven with the sauce, and it gets bigger. But it could be not from just fish, it could be like plain. Also like chicken quenelle, like Saint-Jacques with comment on dit Saint-Jacques déjà? What? Yeah, seafood quenelle. And this is too. This is the fat of the pig, and it's fried. Ох, леонцы, пробовала я ваши эти свиные шкварки. Ну, очень своеобразная тема. Честно сказать, мне даже тогда поплохело. В общем, с мясом все ясно. А что с рыбой? My name is Claire Jean-Vilix and I work to the Maison Pupier. We do fish. The quality is very nice because we work with a small boats. The fish come every morning. We have a famous technique. You see there, we put something in the head. They don't feel pain. It's very nice to kill them like this. Where do they get this fish? From ocean, like Bretagne, Méditerranée aussi. Вот таких рыбных мест здесь несколько, и каждый, конечно, говорит, что он самый крутой. Мясных лавок, о которых мы говорили тоже с десяток, и тоже все самые качественные и известные. А сколько здесь магазинчиков с сыром, молочной продукцией, сладким, оливковым маслом, алкоголем, медом, вареньем, хлебом, даже какие-то пельмени есть. Или вон икра завалялась. Глаза разбегаются. Но и это еще не все. Помимо того, что ты можешь все это купить и унести с собой домой, есть еще одна фишка. Рядом со многими заведениями стоят столики, где можно съесть все купленное, не отходя, так сказать, от кассы. Вот здесь, например, есть настоящий сырный бар. Кстати, особо внимательные наверняка помнят сырный дом Монс, о котором была отдельная серия со своей вилкой. Вот здесь культурные французы тоже что-то уплетают за душевными беседами и бокальчиком вина. И здесь можно перекусить. И здесь. Я долго выбирала, где бы присесть, и решила вернуться к морепродуктам. Так, а это еще что такое? А это? Это слишком по-королевски. С этим я вообще боюсь не справлюсь. Так, вот, хоть что-то знакомое. Ну что, мы люди простые, как бы нам особо ничего не нужно, поэтому улиток хотим попробовать. Простые люди требуют улиток. You have to take this and remove the flesh from the shell. Окей, And the top here is you don't need to eat it. окей. It's not eatable. Я случайно съела несъедобную часть, ну ладно. Заботливый официант рассказал мне, что нужно взять ее одной рукой. Вот такая специальная вилка для улиток. Взять эту вилку другой рукой. Ой, она такая слизкая. Много этого не съешь, если честно. Самое интересное, что они подают к улиткам обычный майонез. Хорошо, что не кетчуп. Я не могу сказать, что я в восторге от вкуса, но при этом в этом что-то есть. 6 улиток обошлись мне в 5 евро, что на самом деле довольно дешево. И парень, который работал в этом заведении, сказал, что, конечно, улитки это не самое интересное, что стоит попробовать среди морепродуктов, но поскольку улитки я особо не пробовала, вот я решилась, и я не пожалела. Вкус довольно интересный и довольно специфический. Но все равно пробуйте тоже, это же гастрономический опыт.
Кстати, если попасть сюда в обеденное время, да еще и в субботу, то найти свободный столик будет сложно. Здесь все шумят, галдят, общаются, что-то покупают, выпивают, обсуждают последние новости. Куча людей, а в некоторые лавки выстраиваются целые очереди. Причем в этой очереди вам не надо будет дышать в затылок какому-нибудь местному французу. Получаете вот такой талончик и ждете, когда загорится ваш номер. На продуктовом рынке поля Бокюза вы сможете попробовать деликатесы и узнать много интересного и полезного. Это немного похоже на интерактивный музей продуктов, вот серьезно. Вам тут проведут дегустацию и леонских сосисок, и фуагра, и устриц, и сыра, даже вина нальют. До всего и просто не перечислить. Когда я готовилась к этому выпуску, то наткнулась на фразу: «Если бы гастрономия была религией, Лион был бы местом паломничества, залы Бокюза были бы храмом, а все люди, которые здесь работают, были бы проповедниками». Но знаете, я, пожалуй, с этим соглашусь. Месье Поль, как называли его во Франции, скончался в своем знаменитом ресторане недалеко от Лиона. Ему был 91 год. Он страдал от болезни Паркинсона, но любил свое дело и отдавался ему до самого конца. Однажды в интервью Бокюз рассказал о своем образе жизни. «Я работаю так, как будто буду жить до 100, и наслаждаюсь жизнью так, как будто следующий день будет последним». Qu'ils sont heureux. Dis, est-ce que le jour